Всем солнечный привет из Токио. Сегодня удачный день для прогулки по ретро-улочке в одном из районов Токио, который называется Шибамата. Он прославился благодаря фильмам «Мужчине живется тяжело» о господине Тора и сохранил атмосферу эпохи 50-х-80-х годов. Торговые улочки, детали, сохранившиеся с прошлых времен, магазины с винтажными витринами и товарами, которые производятся уже более 50 лет, ретро-игровые автоматы, в которые играли несколько поколений японцев, некоторым из них уже по 40, 50 и более лет. И все находится на этой улице. Итак, приглашаю вас прогуляться вместе. Июнь – сезон гортензий. Станцию и главную улочку Шибаматы украсили пышно цветущими гортензиями самых разных расцветок. Карта-схема станции. Но рядом я заметила более подробную иллюстрированную карту с изображениями зданий и популярных мест. Давайте лучше посмотрим ее позже. Практически у каждого ресторана висят плакаты, старые вывески, кадры из фильмов и зарисовки Японии 50-х, 80-х годов, эпохи, которую уже не вернуть. А это памятник персонажу из фильма «Мужчине живется тяжело», который впервые вышел в 1969 году. Новые серии снимались вплоть до 1995 года. Тора-сан настолько популярен в Японии, что его знает практически каждый японец. А вот та самая туристическая карта с иллюстрациями. Мы сейчас направимся по этой улочке. Она очень красиво изображена с домиками, магазинчиками и ресторанчиками. Поэтому ориентироваться здесь гораздо проще. На карте отмечены храмы, парки и даже места цветения сакуры. Ну и куда же без традиционных японских сладостей. Эти небольшие круглые лепешки с начинкой называют имагава-яки. Магазин одежды для взрослых женщин. И рядом установлен еще один памятник персонажу из этой популярной серии фильмов «Мужчине живется тяжело». Похоже, котики, рыбки и другие забавные персонажи на футболках – это авторские работы какого-то местного художника. А эти японские хрустящие крокеты в панировке с разными вкусовыми начинками получили золотую награду. Что это здесь у нас? Похоже на ёршики, но на самом деле это традиционные японские хозяйственные щетки из пальмового волокна. И рядом счастливый пьедестал из золотых какашек. Считается, что они приносят удачу.
Вон, видите арку с вывеской? Именно туда мы сейчас и направляемся. А это тот самый Тора-сан, герой фильма «Мужчине живется тяжело», только в виде смешного чудика. Некоторые ресторанчики уже начинают закрываться. Эта улочка живет совсем недолго, всего несколько часов. Многие заведения открываются только в 11-12 часов дня, поэтому приезжать сюда лучше ближе к полудню. Какие здесь красивые цветы! Японские ирисы, гортензии, каллы. Все вокруг буквально утопает в цветах. Традиционный японский талисман на удачу, чтобы загребать удачу и деньги в дом или в бизнес. Уже виднеется торговая улица, ведущая к буддийскому храму Тайшакутен. На витринах чего только нет. Традиционные японские сухарики, крекеры сэмби, лапша, сладости и самые разные местные лакомства. Смотрите, какой красивый японский рис. В этот популярный старый магазин Дагашия я давно хотела зайти. Дагаши – это традиционные японские детские сладости, которые продают уже не одно поколение. Я хочу попробовать поиграть в старые игровые автоматы и купить несколько вкусняшек.
Леденцы со вкусом японской газировки Ремоне почему-то напоминают мне героев из «Тайны третьей планеты». Наверное, все дело в этой ретро-иллюстрации в стиле 60-х, 70-х годов. А эти огромные шоколадки до сих пор продаются в обычных супермаркетах. Хотя в продаже они уже несколько десятилетий. Я как-то даже на них подсела. Внутри воздушная кукуруза в шоколаде. Батончик очень большой, но почти невесомый. Фруктовые жвачки-малышки Чибикко выпускаются с 1959 года и стали символом детства многих японцев. Я тоже помню их с детства, мягкие, сладкие, с насыщенным фруктовым вкусом. На рынках их часто продавали китайцы, и из этих жвачек отлично надувались огромные пузыри. Такие зеленые телефонные автоматы я помню еще с тех времен, когда только приехала в Японию, и у меня не было мобильного телефона. Я покупала специальные телефонные карточки, набирала международный номер из 20, а то и больше цифр, и звонила родным в Россию. А ведь эти автоматы работают до сих пор и по-прежнему стоят на улицах Токио. Как аппетитно выглядит этот огурчик. Маринованный, холодный и хрустящий. А что у нас здесь? Разные маринованные сливы, кислые, слабосоленые и хрустящие. Это традиционные японские блюда, вкус которого понимают не все. Вот мы и дошли до буддийского храма Тайшакутен, названного в честь буддийского божества Индры. Какие мощные деревянные врата встречают посетителей. А у входа стоят пышные гортензии, цветы, которые у многих ассоциируются с японским летом. У входа в храм стоит большая курильница с благовониями. Считается, что их дым очищает от негатива и приносит удачу. Смотрите, какая красота! Сколько здесь гортензий и как пышно они цветут. В Японии гортензии часто можно встретить вдоль дорог и в жилых районах.
но здесь за ними явно бережно ухаживают. Посмотрите, какие они яркие и роскошные. Они очень украшают территорию храма. Сейчас мы войдем внутрь храма, который был построен в 1629 году. Надеюсь, сегодня он открыт. Главный зал храма скрыт за стеклянной конструкцией, которая, вероятно, помогает сохранить старинное деревянное здание и резьбу, которой славится этот храм. Вход стоит 400 йен, это довольно символическая цена. Перед входом нужно снять обувь и дальше ходить по коридорам храма босиком. К сожалению, внутри храма снимать было нельзя, поэтому знаменитую деревянную, невероятно детальную резьбу удалось показать совсем немного, но я все-таки попыталась запечатлеть хотя бы небольшую ее часть. Сад окружен деревянными переходами. Отсюда открываются красивые виды на деревья, камни и уголки сада. Внутри храма сохранилось множество деревянных резных панелей. Они украшают традиционные залы и помещения, где проходят церемонии и куда могут заглянуть посетители, чтобы познакомиться с историей и архитектурой этого места. Очень ухоженный и красивый сад. В
солнечную погоду он выглядит просто великолепно. В одном из залов выставлена традиционная японская ширма Бёбу с пейзажной росписью. На ней изображены горы, деревья, водопады и обезьяны. А это бронзовая скульптура с детьми в монашеских одеждах. В этом автомате можно получить предсказание необычным способом. За 200 йен танцующий лев Щищимай принесет посетителю традиционное японское предсказание. Ну, кажется, мы посмотрели все, что успели. Уже 5 часов вечера, многие места закрываются или готовятся к закрытию. А мне пора возвращаться домой. Подписывайтесь и будем вместе гулять по интересным районам Токио.